Давайте обсудим те огромные зарплаты, которые вы решили выплатить главам госкомпаний. Только, пожалуйста, вот не надо сейчас восклицать мне с той стороны экрана: «Алексей, я никому зарплату не назначал, не выплачивал, мне бы самому кто-нибудь выплатил, сижу без денег, живу от зарплаты до зарплаты» и так далее. Нет, именно вы выплатили. Вот давайте я объясню, как это устроено, прежде чем мы перейдем к конкретным цифрам. Есть госкомпания, например, ВТБ или Газпром. Формально это акционерное общество, но акции принадлежат государству, то есть как бы нам всем. А распоряжается ими правительство в лице Росимущества. Именно правительство голосует этими акциями и назначает определенных людей в советы директоров вот этих госкомпаний. И в совете директоров люди голосуют не как хотят, а снова выполняют директиву правительства. Это такое специальное письмо, которое им присылают. То есть снова они голосуют как бы от нашего имени. Именно поэтому, когда вот вы слышите фразу «Совет директоров госкорпорации решил назначить себе вознаграждение в миллиард», на самом деле это означает, что государство, мы с вами, дало директиву нашим членам Совета директоров проголосовать так, чтобы вознаграждение было этот самый миллиард. И не надо обманывать себя, говоря, что это плохой Сечин, плохой Миллер или плохой Костин назначили себе огромные зарплаты. Нет, за эти зарплаты проголосовало правительство, то есть Медведев и его начальник Путин. И сделали они это от имени народа, от нас с вами, заявив, что их поддерживает подавляющее большинство граждан России. Вот бы это большинство удивилось, когда ознакомилось бы с сегодняшним рейтингом Forbes. 25 самых дорогих руководителей компаний. Все 25 разбирать мы с вами не будем, посмотрим на самых богатых. Топ-5. Пятое место. Дмитрий Разумов из группы Annexim. 10 миллионов долларов в год. И это единственный представитель частной фирмы в пятерке. Четвертое место. Глава государственного Сбербанка Герман Греф. 11 миллионов долларов в год. Или по сегодняшнему курсу 59 миллионов рублей в месяц. Почти 2 миллиона рублей в день. Третье место. Глава государственного ВТБ Андрей Костин. Его точную зарплату Госбанк скрывает, но журналисты оценочно поставили его между четвертым местом с 11 миллионами и вторым с 13 миллионами. Поэтому давайте возьмем грубо 12 миллионов долларов в год и не ошибемся. То есть Костин из ВТБ получает 64 миллиона рублей в месяц или 2,1 миллиона рублей в день. На втором месте глава государственной Роснефти Игорь Сечин с зарплатой 13 миллионов долларов в год. Или 69 миллионов рублей в месяц, или, тут уже снова хочется просто плакать, 2 миллиона 300 тысяч рублей в день. Ну а на первом месте у нас известный скромный государственный труженик, глава государственного Газпрома Алексей Миллер. Он получит 17,7 миллионов долларов или 94 миллиона рублей в месяц, что равняется больше, чем 3 миллионам рублей в день. В день! Вот вы за сегодняшний день сколько заработаете? Думаю, не очень много, а вот Алексей Миллер к концу дня станет богаче еще на 3 миллиона рублей. И завтра, и послезавтра, и он может покупать в день по квартире, и все это благодаря вам. Вы же ему согласились выплатить это все при посредничестве дорогого российского правительства и президента. И ведь знаете, что интересно? Действительно есть в России выдающиеся бизнесмены, управленцы, талантливые люди. Они хорошо руководят бизнесом, но все равно самые большие зарплаты, как мы видим по рейтингу, получают чиновники, сидящие в госкомпаниях. То есть именно они, оказывается, лучше всего работали и больше всего заслужили. Да и посмотрите вообще, кто именно. Если по Герману Грефу еще можно о чем-то спорить, то Миллер из Газпрома, Сечин из Роснефти и Костин из ВТБ, они просто должны участвовать только в рейтинге с названием «Провал и некомпетентность». Это наихудшие менеджеры, под руководством которых госкомпании планомерно, год от года ухудшают свои показатели, залезают в долги, снижают добычу и дебет по скважинам, имеют огромные дыры в балансе и все как один бесконечно клянчат государственную помощь, получают ее и продолжают выплачивать немыслимые зарплаты своим менеджерам. И вот это как раз то, что нас всех объединяет. Кем бы вы ни были, какие у нас с вами не были бы идеологические разногласия и взгляды, я абсолютно уверен, что ни один нормальный человек в России не согласен с тем, что от его имени правительство выплачивает этому жулью
по 2-3 миллиона рублей в день. В то время, когда страна дошла до такого состояния, когда, например, в городе Комсомольске-на-Амуре по улицам ездят трамваи, у которых нет пола в буквальном смысле слова. Комсомольские трамваи. Трамваи, у которых полов нет. Вокруг нищета, уже десятки миллионов людей живут за чертой бедности. Ну, конечно, нам же нужно оторвать последнее, чтобы накинуть Сечину 13 миллионов долларов, а то же ему на обслуживание яхты не хватает. Давайте вместе бороться с таким вот правительством и с такой властью, которая делает то, что мы ей делать запрещаем. Помогайте распространять этот ролик, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.